Поскольку мы сейчас находимся в Черногории, я прям влюбилась в эту страну с первого взгляда. Вот как вам Черногория? Вот расскажите какие-то особенности, какие-то плюсы, минусы. Ведь многие люди интересуются сейчас новыми местами. Ну, в Черногорию я влюбился в 2012 году, вот, когда здесь отдыхал на Новый год. И я уже в этот Новый год, помню, сидел на пляже, и тогда газета называлась «Русский вестник». И я, значит, искал уже, где дом построить, то есть искал участок. Съездил даже в Сербию, посмотрел там как бы участки, но там сказали, что есть снег, а я от снега убежал, вот, и поэтому выбрал уже Черногорию. Ну и приехал на гору, вот она как аккуратно, наверное, за мной, вот если вот так по прямой, приехал на гору, увидел участок ровный, вот, в отличие от, как бы, по всей Черногории же поездил, и там везде горы у нас тут, да, а тут я увидел прямой участок и думаю, ну все, быть дому здесь. Ну вот, и где-то в 2013 году построился, был наездами туда-сюда, и потом уже вот как бы лет 8, наверное, я здесь. То есть получил там ПМЖ, все, это как бы достижение. То есть оно у меня, по-моему, в этом году, да, я его получил. То есть его легко тут получить, я так понимаю? Нет, да? это не такая легкая процедура, потому что раньше это вообще прерывали, специально выдавали там ВНЖ, и тебе надо набрать было 5 вот этих ВНЖ подряд, но делали искусственное прерывание. Ну, кто здесь живет, они все знают, как это делалось, техническое прерывание. Вот. Ну и поэтому я не сразу это ПМЖ получил. Ну вот, получил и рад. Ну а так нравится природа, море, горы, ну все здесь есть, вот все, что хотел. Притом я это рисовал, вот как модно же сейчас говорить, там визуализация, да? Ну вот я, наверное, даже так рисовал, значит, домик, сзади горы, спереди море. Вот оно так и получилось. Ну, как рисовал, так и все это. Все в голове, да. Участки туристам не дают. Нельзя купить участок, у тебя обязательно должен быть дом. Но есть схемы, с помощью которых можно обойти это дело. Вот. А так, по закону, турист, он может купить, иностранец точнее, иностранец может купить только участок уже с домом. Вот так. Ну, как бы немножко схемку надо было применить, все применили, все сделали, все нормально. Ну, по бизнесу можно, да, по бизнесу тоже. То есть ты, если директор, то ты можешь рассчитывать на ПМЖ. Вот, работнику это не дается, насколько я знаю, а если у тебя есть фирма, ты открываешь фирму, и сейчас немножко закрутили гайки, хотя это все по закону идет. То есть они просто начали исполнять закон как надо. То есть сейчас, если раньше можно было там на четверть ставки устроиться к себе же там, да, на работу, то сейчас надо на полную ставку. Во всем есть нюансы, возможно и по недвижимости, возможно и по работе. Как вам местное общество, то есть, жители? Сначала надо было, конечно, привыкать. Бесило вот этого, жутко бесило полака. Я даже вот сейчас очень легко определить приезжего, когда вот он такой, ему надо быстрее, что-то там вот, а когда пойдем там, все. Но те, которые здесь уже прожили там, годика 2-3, они становятся как черногорцы, у них все полака, не спеша, как бы, это, наверное, свойственно всем вот, прибрежным таким странам, у которых есть море, которым, людям, которым торопиться некуда, вот оно море, туристы приедут, мы их заселим, все, как бы можно на расслабоне так жить. Слушайте, хорошо, плюсов много здесь. Климат шикарный, местность, горы, море, чудесные фрукты. Хорошо, а вот какой такой минус, что приходится принимать? Минус это вот, наверное, полака. Потому что вот я сегодня наконец-то получил карту, банковскую карту, притом она у меня была,
я прихожу в банк, значит, с новым, со стальным своим баравком, стальный баравок, это ПМЖ, прихожу с ним, я говорю, вот у меня тут добыл, значит, этот стальный баравок. Они говорят, окей, нам надо сейчас счет закрыть, а потом, значит, мы вам откроем. И вот эта процедура длилась у меня, наверное, месяц. То есть вот месяц, если бы на родине это длилось бы, наверное, минут 15, то здесь это вот пока закрыли, пока открыли, пока я подождал новую карту, наконец-то выпустили. Но что радует, я теперь могу наконец-то не стоять в очереди, а деньги положить через банкомат. Вот здесь вот не хватает вот этого технического даже технического развития такого. То есть немножко они в этом плане отстают. Все у них вот еще такой по старинке. Вот, чтобы деньги положить в банк, приходилось мне, знаешь, отстоять в очередь. А это можно было там час-два стоять в очереди. А теперь я просто порадовался, поэтому сейчас делюсь. Вот у меня поймали как раз на таком, на радостном моменте. То есть вы получили сегодня в банке были, да? Да. Ну я вас поздравляю, видите. Спасибо. Как. А как тут наша русскоязычная община? Можно сказать, дружная. То есть бывают, конечно, всякие, это и в Хургаде также. Я помню, в Хургаде тоже какой-то пост написал, и там тролли такие накинулись, там, что сюда приехал. И здесь такое же, конечно, есть, там, к новеньким такое отношение, наверное, есть. А так, в принципе, дружно все. Там, сколько мы здесь в баре в мафию играли, то есть разные там и украинцы, и русские, и белорусы, то есть все вместе как бы общаемся, походы ходим по горам. Там, да. А змеи есть тут в горах? Есть. У меня на участке, сейчас остался только балавр, это безногая ящерица, которая за змеями охотится. То есть, если балавр есть, то змей нет. Вот он вроде как прогнал. Там была другая змея, такая здоровая, большая. Вот. Но так что прям опасно, наверное, нет ничего. Потому что если змеи не трогать, то они тебя не трогают. Вот и все. Это больше страхи такие. Класс. То есть, я так понимаю, здесь русскоязычная община такая же примерно, как в Хургаде, да? Да, вот что мне нравится в Хургаде, это то, что там диаспора просто побольше. То есть там, к примеру, даже с той же мафией, да, там, 3 дня в неделю можно играть. А здесь нам приходилось собирать там народ, то есть как бы иногда не набиралось там даже 7 человек. Вот так. Да? Сейчас вроде как новая молодежь приехала, они вроде как организовали и ведут еженедельно, так скажем. Тут есть такие, как называется-то, движухи есть. То есть люди приезжают и создают себе движухи. То есть, приехали, им чего-то не хватает, и они создают это. То есть, если хочешь, чтобы тебе было комфортно и классно, то надо, конечно, это дело создавать. Какие-то вот кафе, места, где собираются наши? Кафе, места. Трудно сказать. Я же сыроед, немножко даже автоном, и поэтому я по кафешкам не хожу и, не знаю. Наверное, где-то собираются. То есть это надо смотреть. Есть группы русскоязычные, и там можно, я думаю, любую такую движуху найти. Хорошо, вы вот живете и там, и можете провести такую аккуратную параллель, скажем, сравнение Египта с Черногорией? Египет и Черногория. Точно похоже, население похоже тем, что есть такое немножко, я бы сказал, разгильдяйство. То есть в Хургаде того же сантехника можно ждать там 3-4 дня, также и здесь. То есть это будет такое палака-палака. В Хургаде такого слова нету, но там
какая-то такая есть необязательность такая. Вот. И ты можешь там договориться с местным, там, с египтянином, а он может просто там, ну, не прийти там. Ну, Здесь такое тоже есть. Вот это минус. Ну, как бы на это уже перестаешь обращать внимание, поэтому, наверное, мне как бы там было комфортно. То есть я там зимую, здесь, когда начинаются ветра, холода, я туда переезжаю. Вот. А что еще? Ну, по поводу, ну, поскольку сыроед, да, я там фрукты, овощи, конечно, это в Хургаде. В Египте там всегда там круглый год, всегда все есть. Здесь тоже есть, да, но бывает только там, ну, турецкие помидоры, да, когда сезон, не сезон этих помидоров, там что-то заканчивается. Вот. Там, конечно, разнообразие. Ну и разнообразие по рыбе, естественно. Там Красное море, рыбы много. Даже вот после Красного моря приезжаешь сюда, заходишь и ищешь, а где же вы, рыбки-то? Нету их, да? То есть, в этом на Красном море тебя начинают там пощипывать, там, да? И вот так. Что еще? По разнице, ну, там все-таки горы подальше, зелени мало, здесь прям глаз отдыхает, там зелено все тут, да, там как бы пустыня, и там, ну, там по-своему красиво, там все-таки, там, ну, опять же, пирамиды, да, верблюды, хотя там тоже оазисы есть, как бы, я вот в Шарме там постоянно приезжал, в Дельта Шарм, ну, там прям тоже зелено, там, ну, как бы нравилось. По погоде, ну, и здесь, и там вроде как жарко, но здесь вот жара, она чувствуется, поскольку здесь сырой такой влажный климат. А там сухой климат, там вот, мне пишут сейчас в Хургаде ребят, там, у нас, говорит, прохладно, у нас 35. Вот, ну, а здесь 35, это уже как-то сложно дышать становится, да. Вот так. Класс. Ну, скучаете по Египту чуть-чуть? Нет, а что скучать? Ну, да. Я же знаю, что, ну, я, наверное, там окажусь. Но если не там, то, может быть, там, в другой стране, да, там, есть мечта, там, в Чили побывать, там, паспорт, наконец-то, сделать, нормальный паспорт, с которым можно эти страны Шенгена посещать. Я вот обратила внимание, здесь очень много людей занимаются спортом с утра. Да, такая спортивная страна, то есть у них прям с детства это практикуется, то есть дети там играют в футбол, там, ну, много вот площадок таких спортивных, то есть во дворе может быть там какая-то спортивная, ну, вернее, тут не во дворе даже, тут есть спортивная прям площадка, это в Шушине, напротив Шушини, там в лесочке, там довольно-таки хорошие такие тренажеры есть. Вот. Ну, здесь это, ну, практикуется такой здоровый образ жизни. Вот. В Хургаде, наверное, это маловато, там фитнес, как бы залы есть, я смотрю, там начали ходить там фитнес-залы, народ, но здесь оно прям везде, то есть вот этот спорт, это везде. Ну, вот по поводу вашего сыроедения. Угу. Как долго вы к этому шли? Сколько лет вы этим занимаетесь? Я уже не помню. Ну, наверное, лет 16-17 я это на сыроедении, то есть ни мясо, ни рыбу. Хотя я не такой прям заядлый. Как бы обязательный, наверное, да, как сыроед. Потому что когда перешел на сыроедение, тебе уже как-то, ну, еда, ну, отвязываешься немножко от нее. И, допустим, захотелось рыбки там на Новый год там селедку под шубой поесть, там, да, ну, могу себе позволить это, там могу в Хургаду приеду и там увижу это обилие там этой рыбы, могу там каких-нибудь креветок там поесть. Вот. Ну, единственное, немножко некомфортно бывает, это как похмелье после еды такое бывает, когда там, ну, извиняюсь, с соплями начинает это все выходить, вот, ну, это еда. Ну, вот так. Ну, я не такой, что прям вот
придерживаться, потому что... Я поняла, все так да. в разумных пределах. Да, да. Ну, должно быть комфортно. Да, да, баланс. Да. Да. То есть, я так понимаю, вы тут живете один, да? Да. И вот чтобы заниматься такой деятельностью, как вы, человеку важно быть одному много времени. Это правда? Ну, скажем так, наверное, это легче, потому что ты как бы наедине со своими мыслями и своего рода медитация получается такая, она такая постоянная, можно сказать, получается медитация. Вот мне кажется, вот по моим наблюдениям, что есть люди семейные, а есть люди, которые больше любят такое вот одиночество, отшельничество. То есть это как вот устройство характера, или это все-таки, ну, скажем, выводы, которые человек сделал в течение жизни? Хороший вопрос. Просто я, допустим, тоже такой человек, я очень люблю долго быть одна, думать, мне нужно так очень глубоко погружаться. Но в то же время я очень такая, как сказать, общительная, ну. Ну, наверное, этот, как бы период такой, да, потому что вот я не знаю, что там дальше будет, да, но если мы же, развиваемся, мы, много об этом говорят, да, то есть мы учимся, уроки какие-то здесь на этой земле там проходим, да, и если тебе нужны эти уроки, тебе там Вселенная преподносит там человека, там близнецовое пламя, еще какого-то человека, какую-то родственную душу, с которой ты начинаешь взаимодействовать и прорабатываешь свои там какие-то, так скажем, какие-то загоны, там какие-то убеждения свои там, вот, и мы растем благодаря этому человеку. Мы как нас сталкивают, мы как бы взаимодействуем, друг у друга там опыт перенимаем и потом, может быть, расходимся, да. Главный урок, вот, сейчас оглядываясь назад, я такой понимаю, что очень важно полюбить себя, да, то есть вот тоже многие об этом говорят, там полюбить себя, да, но сложно полюбить другого человека, если ты себя не любишь. Вот. И когда вот в одиночестве ты сталкиваешься с этим, да, когда ты начинаешь сам с собой взаимодействовать, вот как бы уходишь в такую вынужденную, наверное, медитацию, да, там, и когда приходит вот это понимание, там, любовь к себе, и ты открываешься, получается, уже с другой стороны миру, и к тебе приходит именно, вот, наверное, та родственная душа, которая для тебя и, наверное, была создана, должна быть такая максимальная искренность. Да, да. Ну вот как перед самим собой, наверное, да, когда ты искренен сам перед собой, когда ты себя там не уговариваешь, что-то там не придумываешь, да, когда ты себя ловишь на мысли, что как на самом деле, да, вот, и когда знаешь, как на самом деле, то и с другим человеком ты уже, я думаю, искренен, и это уже, несколько другое притяжение. Да, то есть, наверное, многим мешает образ, который они придумали, в котором живут. И получается, что с другим человеком рано или поздно придется выйти с этого образа или маски, которые носят люди. Рамиль, а вот какие бы вы посоветовали места? По Черногории-то? Да. Есть такие стандартные у нас места, куда возят всех туристов, да. Я же своих друзей там или вот знакомых, которые у меня появляются, я вожу не совсем туристические места, там, скажем, не раскачанные так, там, потому что, допустим, в Острог, наверное, уже все побывали, там, в монастырь Острог, да, но он, мне кажется, немножко такой уже стал, как магазин, наверное, такой. Приезжают, толпа туда, толпа обратно, сувениры и так далее. Вот.
по этой же дороге, вот если ехать с Бара, есть хороший монастырь Дай-Бабе, или Дай-Бабе, наверное, правильно сказать. Вот. Очень история интересная, можно погуглить, посмотреть, там в Ютубе наверняка есть, и в Гугле есть его история. Но там довольно-таки спокойно, там нет вот этих толп туристов, вот так. Потом, что еще у нас есть такое? Ну, допустим, люди приходят, смотрят горы, да, но на вершин редко кто поднимается. Вот я знаю, что здесь у нас в Баре есть Руми, да, вершина, там 1450 метров. Ну, туда местные, допустим, только ходят. Хотя наверняка туристы, которые приезжают, они тоже хотят там, посмотреть на вот это там сверху, там, да, на это все дело. Потом, север тоже, там есть такие места, где, скажем так, не ступала нога туриста, так скажем, да, тоже можно посмотреть вот такие туристические места. Я больше склонен к таким вещам, каким-то мало изученным, наверное. В Хургаде, кстати, также, не в Хургаде уж, получается, в Египте, тоже я узнал в этот раз, там были на съемках на пирамиде, которая была первая Джосифа или Джофера, можно потом ставить, как правильно это, первая пирамида. Там тоже не так много народу, то есть, а на самом деле она вот одна из первых, которая строилась. Там рядышком есть, которые вроде как пытались построить, там оставили ее и вот построили эту пирамиду. Есть белая, я больше сейчас уже для Египта, наверное, скажу, да. Есть белая пустыня, черная пустыня. Тоже не очень такие туристические места, хотя сейчас начали осваивать это дело, да. То есть, всегда интересно, как что-то новенькое. И, мне кажется, страну можно познавать бесконечно. То есть можно сначала там приехать, познать вот это все, где эти обычные места туристические, да, а потом уже там во второй, там, в третий раз изучать уже те места, которые, где не так много, наверное, вступал туристов. Спасибо вам за такое интересное интервью. Я думаю, что когда я вернусь в эту прекрасную страну, мы с вами снова увидимся. Или же в Египте встретимся, кстати, зимой, может быть, да. И сделаем что-то еще интересное. Вот, пусть дорогие подписчики пишут комментарии, пожелания, а мы будем собирать в копилку и потом ответим. Благодарю за встречу. Наконец-то эта встреча у нас состоялась, да, там 2 раза, по-моему, с собой переписывались, но вот все-таки это случилось. Может, родственные души, да. Да, может быть, да. Все, спасибо.